Всем доброй ночи, друзья мои, те, которые хотят помощи самореализации, те, которые хотят помощи в открытии своих дорог для того, чтобы у них дело, которое они начали, получилось. Все, которые хотят реализовать свои планы в жизнь, и чтобы открылись пути дороги, и эти планы осуществились. Ганеша – это тот самый Бог, та самая сила, которая в этом поможет. Люди, у которых нет особых проблем, имею в виду, на них не наслано что-то, либо снято уже, могут использовать этот ритуал точно так же, как все мои ритуалы для денег, которые я даю всем, да. Например, ритуал Фортуне, он совершает просто, можно сказать, чудеса. Не потому, что это мой персональный мой ритуал, который я создала, как, впрочем, и почти все мои ритуалы, 90% из них мои, которые не мои, я говорю. Ну и потому, что люди пишут очень хорошие отзывы. Я знаю, что женщина сделала, она даже мне отправила фотографии, как она сделала алтарь, очень грамотно, красиво. У меня учатся правильно сделать, кстати, мне это очень приятно. Вот люди учатся, как правильно сделать, как обращаться к этим силам. Вот это и есть обучение, собственно говоря. То, что вам можно, да, провести, я вам дарю, и проведите, пожалуйста. Если вы очистились, если вы уже открылись, если вам уже дается эта сила, пожалуйста, проведите и привлекайте в свою жизнь, кто виноват, то есть кто не согласен, кто против, чтобы вы привлекли эти деньги, эту силу в свою жизнь. Если у вас нет определенных каких-то как бы проблем именно с деньгами, да, с денежной силой, то вполне можно мои ритуалы вот эти использовать. И у вас, если чем чаще вы используете их, я все время рекомендую, дорогие люди, часто делайте, каждый день читайте богам и силам денег, читайте каждый день. Приучите себя к их энергетике. И потом уже они будут все время вам помогать, когда они к вам подключатся, можно сказать, так грубо говоря, да. И если человеку нужны деньги, в принципе, вот это вот делая, у него будут деньги. Ведь счастье же не только в деньгах, да, и чтобы вот мне дать вам ритуал на деньги, и на этом все у вас нормально, хорошо. Есть же люди, у которых личная жизнь не получается, есть люди, у которых очень страшные враги, преследования, то есть не только в деньгах, но что касаемо денег, денежные ритуалы я вам всем дарю. Потому что я считаю, что в этой жизни очень много решают деньги. Как бы мы ни были романтичной натурой, как бы мы там не восхваляли любовь и поэзию, если у тебя нет денег, практически тебя мало кто считает за человека. Ну, имею в виду, если ты куда-то пойдешь с какой-то просьбой, если ты не имеешь финансов в кармане, тебя мало кто слушает. Ну, давайте признаем это действительно, да. Если молодая семья, как бы они друг друга не любили, кто-то заболел, нет денег, они мечутся, они ищут помощь. Вот поэтому для таких случаев нужны деньги всегда. Они вам не помешают. Хорошего человека деньги не портят. Деньги портят уже испорченного человека. Просто у него не было средств и возможности показать свою испорченность и грязь, да, внутреннюю. А когда появились деньги, то эта грязь, испорченность открылась и появилась и наружу. Поверьте мне, дорогие люди, что деньги не портят человека. Человека портит бедность, потому что озлобляет бедность. Нам не до романтики, не до книги, если мы не знаем, что нам завтра есть. Согласны? Поэтому вот как бы ни говорили, что духовная пища, но телесная, физическая пища тоже не помешает. Однако хочу сказать, что человек сильный, натура сильная, она не портится ни деньгами, ни как-то иначе. Никак. У меня были очень бедные периоды, когда мне есть было нечего. У меня были периоды, когда мне дарили драгоценности. Но я как тогда, так как сейчас, как и потом, я надеюсь, что я осталась и останусь такой, какая я есть. Может, я ожесточилась чем-то, может, я стала мудрее, сильнее, более зрелой, но это деньги тут ни при чем, это уже жизненный опыт, да. А деньги меня не испортили и не улучшили. Я какая была, такая есть. Меня улучшил жизненный опыт,
меня сделал мудрее жизненный опыт и пройденная дорога, но никак не деньги. А деньги это средства, они нужны всегда, и они действительно нужны. Нужно что-то оставлять своим детям после себя, нужно обеспечивать им будущее, поскольку мы их родили на свет, и мы обязаны их поднять, мы обязаны, мы не имеем права попрекать свое дитя. Вот ты родился, ты же сама родила его для себя, он же не просил. Правильно? Значит, будь любезна, содержи, подними, чтобы он не хуже других одевался и жил. Вот для этого нужны денежные ритуалы, собственно говоря. Чтобы по службе давали там повышение или там грамоты с какими-то предоплатами. Вот, собственно говоря, дают людям вот эти грамоты с предоплатами. Если ты человек, у которого есть клиентская база, если ты занимаешься там куплей-продажей, хоть по интернету или хоть у тебя магазин есть, у тебя клиенты появляется из ниоткуда. Если ты обучаешь или ты, скажем, репетиторством занимаешься, у тебя появляются ученики новые. Если ты занимаешься там статьями, у тебя заказы появляются. Вот, собственно говоря. А тем более в наш век, когда у всех есть дополнительные какие-то заработки, и отсюда приходят деньги. Эти силы поддерживают вашу денежную силу, вас на плаву поддерживают. И поверьте мне, что всю мою жизнь вот эти денежные силы, к которым я обращаюсь, с которыми я делюсь с вами, да, они мне помогали быть на плаву всегда. Не утонуть, не уйти на дно. Самые тяжелые моменты в моей жизни, самые страшные моменты в моей жизни. Поэтому я этим силам очень благодарна и говорю вам еще раз, деньги нужны всегда, всегда они должны быть. Они должны где-то лежать на всякий случай. И не надо говорить на черный день. Черный день выкиньте с головы, иначе черный день правда придет. На всякий случай, чтобы мы что-то купили, что-то приобрели. Вот так планируйте, хорошо? Не на черный день, а на хороший день, на путешествие, на покупку нового жилья, на землю. Вот поставьте себе мечту, да, какую-то цель. И к этому идите. Черный день вообще выкиньте из головы, потому что не на черный день. Черный день, когда придет, что-нибудь сделаем. Уже не будем ни о чем думать. Вот и все. Перед вами Ганеша. Вот если проведете Фортуне, а потом проведете Ганеша, и вот так будете проводить, скажем, неделю постоянно, да, каждый вечер. Вот перед сном провели, не ленитесь, провели, купили там ткань красную, особо много не надо, зеленые свечи. Провели, легли спать. Приобретите Ганеша. Можно его приобрести по интернету, можно и там в магазинах эзотерических можно. Ганеш это более распространенный такой бог и фигурка, как бы легко находится, чем другие фигуры. Но в любом случае, если у вас нету Ганеша, возьмите, распечатайте. Вот распечатайте и поставьте его изображение, да? Если этого нету, просто обращайтесь. Я сделаю свой ритуал. В конце ритуала можно включить какую-нибудь мантру Ганеши. Найдите мантру Ганеши, любую мантру. Сесть, расслабиться, включить это перед ним. Как бы его прославить. Я сейчас не буду включать, поскольку поздно, ночь уже 2:30, да, и некрасиво соседей будить вот этими мантрами. Но вы можете это сделать. Это вот бирюза, бирюзовые четки. Он очень любит камни. Он любит камни и сладости. Положите перед ним конфету. Дома какой-нибудь сделайте, тоже такой алтарь, маленький алтарчик такой для Ганеша, и ложите ему конфеты, благодарите, тоже будут приходить все время. И как ни странно, можно даже Ганеша поставить на кухню, но где-нибудь сделать отдельное место, потому что он любит быть там, где вкусности, одним словом. Давайте немножко расскажу про Бога Ганеша, откуда он появился, как он появился и почему он с хоботом и с головой слона, да, он полуслон, полубог. Кстати говоря, когда он вам исполнит, что вы просили, гладьте его по хоботу. И сейчас можете погладить, когда вы будете делать ритуал. Гладите по хоботу, это благодарность. Ложите перед ним конфеты. Он любит конфеты, сладости, сахар, сахарный песок, вот все, что сладкое. Итак, говорят, что супруга Шивы, Парвати, которая в других перевоплощениях Кали Шакти, я уже рассказывала, черная природа женщины, воин женщина, да, Дурга, которая хранительница женщин, защитница женщин. Кстати, я потом покажу ритуал Дурга защиты женщины. Есть у меня один ритуал Дурга, но я еще сделаю. Да, Дурга это любимая богиня моя, она действительно защитница женщин. И
Еще у нее есть имя Сати. Сати она была, когда была на земле еще человеком, что в переводе означает верная, когда Шива, будучи человеком, был убит ее отцом, и она кинулась за ним следом в костер. И с тех пор была традиция в Индии, что живая вдова кидалась в костер вместе с мужем и умирала. Пока это не запретили англичане, которые были, как бы властвовали Индией некоторое время, да. И такое происшествие произошло в Москве, когда во времена Петра Великого умер индус-купец, и его жена пыталась покончить с собой самосожжением, ей это запретили, и говорят, что она била себя в грудь, рвала волосы и очень протестовала, что не дали ей умереть вместе с мужем. Вот после вот этого поступка Сати, верной жены Шивы, все женщины начали это делать. В другом обличии она Парвати, верная жена, Лакшми, Кали, Дурга, это все она. Это все она. Эти все ипостаси одной богини, поэтому ее изображают многоликой, многоголовой, многорукой. То есть это говорит о том, что в одной женщине, это нужно дословно не понимать, что в одной женщине есть и ярость, и злость, она может и воином стать в любой момент, она может и верной быть, она может любовницей, она может матерью быть, она может дочерью быть. То есть вы поняли, да, в чем смысл перевоплощения богини, ее ипостаси. Так вот, в ипостаси Парвати она любила проводить свои интимные какие-то туалеты, свои там процедуры омолаживания, красоты в одиночку. И всегда просила своего верного быка сторожить возле ее дверей, не пускать никого, когда она принимает ванну. Но Шива все время почему-то приходил как раз в этот момент, а бык боялся хозяина и Бога, как он мог перечить ему, отходил в сторону, и он заходил. И вот Шива один раз, два раза заставал жену как бы в такой нелицеприятном состоянии, и она разозлилась один раз. Разозлилась на всех своих слуг, которые не были в состоянии, не способны этот момент как бы предупредить ее или не впускать мужа. И тогда одна из слуг сказала ей: госпожа, но ведь слуги боятся господина, как же они могут ему перечить? А как мне быть, она спросила. Создай себе сына. Твоему сыну никто перечить не посмеет. Отдай ему свою ярость, и пусть он яростно тебя защищает. И вот Парвати взяла кусок своей кожи, волос, перемешала с волшебными какими-то травами и ингредиентами, создала мальчика, вдохнула в него жизнь, дала ему свою страшную ярость и приказала охранять и стеречь ее двери, не пускать никого, пока она принимает ванну. Когда Шива подошел к двери, мальчик с топором стал его гнать. Тот разозлился, он сказал: как ты смеешь, кто ты такой, чтоб меня гнать? Я сын Парвати, был ответ. И как приказала моя мать, я никого не впущу к ней, пока она принимает ванну. Шива разозлился, пытался зайти, но мальчик начал бить его топором. Шива приказал своим ганам, то есть своим слугам, накинуться на него, но они не смогли с ним справиться, поскольку Парвати отдала ему свою вот эту божественную ярость, а значит, он был очень силен. Тогда Шива попросил Вишну, Бога, спуститься и уговорить мальчика пустить его в свой дом. Когда спустился Вишну, тот накинулся на Вишну, после чего целая армия стала идти на него, а он был такой яростный, такой сильный, созданный богиней войны все-таки Кали Шакти, и он не впускал никого. В конце концов, это надоело богам, они разозлились, отсекли ему голову, убили, и Шива мог зайти в опочивальню жены. Когда Парвати узнала, что мальчика, которого она создала, обезглавили, она пришла в ужасную ярость. Земля покрылась мраком, открылись вулканы, начались землетрясения. Она взяла свои оружия,
Она посинела, она стала той самой страшной Кали. С одной стороны начала идти ипостасия Кали Шакти, с другой стороны Дурги. Это богини сражений, силы, ужаса. И вот мир погрузился во мрак, и люди были в ужасе, и боги в том числе. И они стали умолять Шиву придумать что-нибудь, чтобы успокоить и усмирить гнев жены, пока мир не превратился в какой-то хаос. Тогда Шива сказал своим слугам: спуститесь вниз, и первое же создание, которое встретите, отсеките ему голову, его бросьте в мою реку жизни, пусть у него вторая голова отрастет, а его голову принесите сюда. И вот слуги в спешке спустились, и первый, кто им встретился, маленький слоненок. Они отсекли ему голову, его кинули в реку жизни, у него выросла другая голова, он встал, ушел, а эту голову принесли Шиве. И Шива принес, возложил голову на место головы мальчика, тот ожил, и вместе с этой новой головой ожившего ребенка привели к Парвати. И когда она увидела мальчика, обрадовалась, ее весь гнев прошел, земля пришла в нормальное состояние, люди вздохнули с облегчением, что великая Кали успокоилась, а значит мир не погибнет. Она обняла его, и Шива сказал: вот раз он так яростно защищал мою жену, с этого дня он считается моим сыном. И назвал его Ганеше, то есть главный над моими слугами. Вот он управляющий войском Шивы, Ганеше, то есть управляющий ганами. Вот его имя отсюда и пришло. Под ногами Ганеше крыса. Считается, что крыса – это демон высокого самомнения, алчности, жадности и нечистоплотности человеческих страстей. И он покорил этого демона, кинул под ноги и все время прижимает и заставляет его сопровождать. Это говорит о том, что богатство не должно сопутствоваться алчностью, грязными амбициями, нечистоплотностью, непорядочностью, что богатство приходит только тогда, когда вот эти демоны кинуты под ногу и прижаты, как крыса. Понимаете? Вот только такое богатство идет впрок человеку, и только такое богатство может быть дано богами. Кстати, слово «богатство» от слова «боги», да? Видите, корень есть. Отданное богами добро. Теперь начитаем ему еще один сильный заговор, который вам поможет в денежных делах. Запомните, если вы сделаете это тоже, еще раз укрепите свою силу и связь с силами денег, потому что каждая сфера человеческой жизни имеет свою силу. Ну, если уж слово эгрегор вам нравится, пусть эгрегором назовем. Силой денег. О сын богов великих, дарующий богатство, сын Лакшми ясноликой, прими же в свое братство, открой дороги к счастью, направь золотую реку, веди меня ко власти, пусть правлю я навеки и до веку, быть мне богатой вечно, направь золотую реку в мой дом ко мне навечно. Открой, Ганеша, двери, что предо мной закрыты, надеюсь я и верю, отныне все открылись. Ганеша, одари богатством, Ганеша, открывай мне двери, пусть в дверь мою стучится счастье, отныне я богата, верю. О славный Бог богатой жизни, ты мне открыл все двери к счастью, отныне я иду к величию, открой дорогу своей властью. Еще раз повторю, я под роликом выложу этот стих. Скопируйте, сфотографируйте на телефон, как хотите, и читайте. О сын богов великих, дарующий богатство, сын Лакшми ясноликой, прими же в свое царство. Открой дороги к счастью, направь золотую реку, веди меня ко власти, пусть правлю я навеки и до веку, быть мне богатой вечно, направь золотую реку в мой дом ко мне навечно. Открой, Ганеша, двери,
что предо мной закрыты. Надеюсь я и верю, отныне все открылись. Ганеша, одари богатством. Ганеша, открывай мне двери. Пусть в дверь мою стучится счастье. Отныне я богата, верю. О славный Бог богатой жизни, Ты мне открыл все двери к счастью. Отныне я иду к величию. Открой дорогу своей властью. Царство или братство, это не имеет значения. Раньше я говорила царство, поменяла на братство. Ничего страшного. О сын богов великих, дарующий богатство, сын Лакшми ясноликой, прими же в свое братство. Открой дороги к счастью, направь золотую реку. Веди меня ко власти, пусть правлю я навеки и до веку, быть мне богатой вечно. Направь золотую реку в мой дом, ко мне навечно. Открой, Ганеша, двери, что предо мной закрыты. Надеюсь я и верю, отныне все открылись. Ганеша, одари богатством. Ганеша, открывай мне двери. Пусть в дверь мою стучится счастье. Отныне я богата, верю. О славный Бог богатой жизни, Ты мне открыл все двери к счастью. Отныне я иду к величию. Открой дорогу своей властью. Ощущение тепла идет по телу, но не это главное. Сахар вместе с Ганешей можете оставлять до утра. Вот поставьте куда-нибудь красивое место вот с этим сахарным песком. Потом можете менять, потом можете высыпать, снова ставить. И каждый раз просите, что вам нужно, какую цель вы преследуете в данный момент. Например, если в обращении к фортуне вам нужно было четко говорить: дай мне денег, пожалуйста. Здесь можете говорить: помоги мне сделать то-то, издать свою книгу, или помоги мне вот эту работу получить, или помоги мне вот то сделать, помоги, чтобы меня оценили, мой труд, да, или мне дали премию в этот раз, и так далее. Именно связано с богатством. Можете попросить и деньги. В любом случае. Он открыватель всех дорог, всех убирает все препятствия в жизни человека, которые мешают ему идти вперед. Сделайте это, и у вас получится. Удачи вам!